Если у вас плохой сегодня день, поставьте двоечку. Надеюсь, эта сессия, она вернет вам хорошее настроение, и вы будете в том настроении, в котором необходимо быть. Так, я вижу единички, пока двоечек не вижу, по крайней мере, в английском чате я их не вижу. Вижу, что большинство людей почти все меня слышат, видят меня. Здорово. И у вас хороший день. Итак, меня зовут Харин Арун, я член лидерского совета, я сертифицированный тренер мастер-профи, а также ведущий гений финансов, член ассоциации генерала мира за мир, я профессиональный инвестор, предприниматель, спикер. Я закончил 2 высших образования, у меня есть степень в области бизнеса и инжиниринга программного обеспечения. Итак, к настоящему моменту у вас уже, наверное, накопились определенные домашние задания, и я хотел бы снова в чат увидеть троечку, если вам все идет по плану, вы не отходите от намеченного пути. Сегодня у нас 7 февраля, это последний рабочий день на этой неделе. И если у вас все еще какие-то проблемы, то поставьте 4. Почему я спрашиваю? Поскольку вам уже задавались домашние задания, и у вас было, во-первых, составить коллаж, написать себе сочинение, поприглашать на рандеву, составить пирамиду целей, и к этому моменту у вас уже должна быть своя группа и куратор. Если у вас есть группа, поставьте мне 8. Если вы еще не состоите в какой-то группе, поставьте 9. А наши дорогие кураторы, замечайте 9, посмотрите, у кого еще нет группы, необходимо с ними связаться, а также вы, ребята, у кого нету группы, через нашу группу в Фейсбуке напишите, что у вас нет, чтобы вам поскорее назначили группу. Также мы разместим ссылку на нашу группу в Фейсбуке. Итак, у нас есть участники из русскоязычного чата, из англоязычного чата, испаноязычного, италоязычного, а также, как Юлия говорила, у нас есть люди, говорящие на вьетнамском языке, на французском, в целом со всех стран мира. Итак, первый, кто поднимет руку сегодня в чатах, будет интервьюирован. В английском чате посмотрим. Отлично. Я вижу Кармен Уокер. Я позволю вам сейчас выступить. Пожалуйста, активируйте свой микрофон, поприветствуйте нам, представьтесь. И откуда? Скажите, откуда? Так, пардон, я не туда переводил. Меня зовут Кармен, я лидер-менеджер, и у меня пока все хорошо, иду по намеченному пути. Кармен, скажите нам, пожалуйста, во время этой недели были у вас какие-то трудности с составлением коллажа, Ну да, на самом деле у меня были проблемы с коллажом, ну еще с сочинением могли быть проблемы, но у меня были проблемы с коллажом, поскольку у меня сейчас нету принтера, с помощью которого я могла бы распечатать, и пока я не особо-то выходила из дому. Что же касается остальной части домашнего задания, у меня все хорошо, пока вот не нашла картинки, которые я могла бы вырезать и добавить в свой коллаж. А так, остальное домашнее задание у меня все здорово, пока трудностей никаких не возникало. Хорошо, Кармен, тогда расскажите, а вы попрактиковались уже приглашение вот на рандеву вместе с своими членами группы? Я практиковалась сама, поскольку я только-только вот вчера мне была присвоена группа. И вот я слушала, как вы, ваш пример, как вы показывали, и пыталась сама применить это, когда практиковалась сама с собой. Здорово, хорошо. Я вижу, тогда вы идете по намеченному пути. Хорошо, раз вы уже с первого дня на этом пути, с воскресенья, вот какие у вас ощущения, есть ли у вас какие-то изменения в жизни, особенно вот в вашем бизнес-пути? На самом деле, я говорила с рядом
людей уже, и мне не очень получалось. Но у меня получилось поговорить с пару людьми, и, в принципе, мне это понравилось, да. И какие вот еще у меня были изменения? Мне очень понравилось, знаете, я, во-первых, преодолел эти психологический барьер, а второе, это вот физическая зарядка, да, которую вы делаете. Ребята, то, как вы представляли ее, это здорово. Я, бывает, часами сижу за своим компьютером, совсем не занимаюсь, а тут приходится вставать, делать физические упражнения, там, отжимания, приседания. И мне очень понравилась вот эта часть, это просто большое изменение в моей жизни. Здорово. Вы прямо на пути, на пути того, чтобы стать нашим топовым студентом. Скажите нам пару, может, рекомендаций, советов, пару советов для наших участников, чтобы им помочь в их пути. Ну, я думаю, что мы все постарались, мы должны постараться быть максимально правдивыми, максимально честными. И мы, конечно же, не должны бояться просить о помощи, если нам эта помощь нужна. Именно вместе мы можем добиться нашей цели. Я думаю, что мы уже ее добиваемся. Это здорово. И я думаю, самый большой совет, который мы можем дать, я могу дать. Если у вас что-то, ну, например, если вижу, что у меня возникает какая-то трудность, я всегда обращаюсь за помощью. И если у вас есть какая-то возможность хорошая, поделитесь ей с другими людьми. Ну вот, на самом деле, Кармен, то, что она сказала, это есть хорошее подведение итогов. Если вы не уверены в своих силах, сделайте первый шаг, и вы увидите, что не так, что и трудно. Так, давайте послушаем представителей русскоязычного чата. Давайте, как только они начнут, сразу последует перевод на английский язык. Итак, ждем представителя русскоязычного чата. Посмотрим, кто же у нас поднял руку. Я боюсь, неправильно произнесу имя, поэтому, надеюсь, модератор сам активирует микрофон и начнут говорить. Здравствуйте. Раз. Да, у нас кто-то из русского чата. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста, откуда вы и также ваш статус в компании. Мой статус в компании, партнер просто. Я с Казахстана, с Астаны. Тиндешева, Улусын. Ну и что, как вы вообще тебе? Добро пожаловать. А можно, пожалуйста, чтобы вы еще раз назвались, как вас зовут, имя и фамилия? Тиндешева, Улбулсын. Можно просто Оля. Оля, хорошо. Просто Оля. Давайте, добро пожаловать в нашу вечернюю сессию. Оля, расскажите нам, пожалуйста, в одном предложении о своих ощущениях и чувствах, а также основная проблема, которая вас волновала на этой неделе, в последнюю неделю. Мои ощущения, вы знаете, супер. Мне очень нравится. Я вот волнуюсь, аж прям классно. Но это вот первый раз у меня вот такое. Обычно я работала в сетевых, мне там такого волнения не было. Здесь прям супер. Поначалу, правда, мне не понравилось, я расстроилась. Было эти задания, я их
Они у меня в одну кучу собрались, и сейчас потихонечку я начинаю с ними разбираться. Но мне очень тяжело писать сочинения на 11 месяцев. Мне очень тяжело ставить цели, я никогда этого не делала. И мечтать я уже тоже, как бы сказать, давно по кругу не мечтала. Замечательно, Оля. То есть кажется, что сейчас вы на пути к тому, чтобы стать больше и достичь все ваши крупные мечты и цели. Оля, скажите нам, пожалуйста, а самая большая перемена, изменение, которое произошло в вашей жизни на этой неделе? На этой неделе, вы знаете, когда вот эти последние 2 вебинара я послушала, мне всегда не нравилось приглашать людей, делать список. Мне казалось, что это очень тяжело, но вчера это было что-то. Мне очень понравилось. Теперь надо настроиться на то, чтобы все это сделать, попробовать. Сейчас времени пока нету, но я стараюсь. Замечательно, Оля. Мы гордимся вашим достижением и вашим осознанием. А почему вы это делаете? Скажите, вы получаете положительные либо отрицательные результаты? Я делаю для того, чтобы поменяться, хочу расти, хочу развиваться, саморазвитием заниматься. Мне это нравится. Ну и, как сказать, мне понравился ваш вебинар. И вообще вот это все нравится мне. Каждый день не пропускаю я, слушаю ваши вебинары. Хавратова слушаю постоянно. Хочу быть как Хавратов, миллиардер. Замечательно, Оля. Это замечательная цель, но прежде чем мы вас отпустим, пожалуйста, поделитесь своим советом всем тем партнерам, участникам, которые сегодня с нами. Ваш совет, ваша рекомендация для каждого из нас, прежде чем мы вам скажем «до свидания». Я хочу посоветовать, если вы начали, надо продолжать эту работу над собой, потому что это самая тяжелая работа. И не бросать, идти до конца, все 260 дней пройти до финиша. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Спасибо большое, Оля, за то, что вы пообщались с нами сегодня вечером. И мы заканчиваем наше интервью относительно ваших осознаний за вчерашний день. И сейчас я бы хотел поблагодарить также всех наших других партнеров за замечательные результаты. Спасибо большое. Сейчас настало время нашей физической прокачки. Многие люди говорят, я никогда не отжимался. 20 лет никогда не бегал, не прыгал, не приседал, ничего не делал. Ну, благодаря тебе я хоть поговорила. А так классно. То есть, дамы, пожалуйста, мы, наверное, попросим вас, чтобы вы поприседали, наших уважаемых мужчин, чтобы они какое-то время поотжимались. Ну, допустим, я сейчас прервусь 10 минут, 10 раз сам поотжимаюсь и желаю вам того же самого. Ребята, замечательно. 10. Я сделал 10. Если вы поотжимались 10 раз, ребята, то вы прокачались. Поставьте 5, если вы это сделали, 6, если вы еще не сделали.
И не забывайте, пожалуйста, начинаем день и пьем много воды, стакан воды. Я могу только приседать. Замечательно, ребята, просто замечательно. Вы молодцы. Супер. На этом мы дошли до нашей сессии. Еще одна очень важная составляющая нашего марафона 260 – это приветствие многих людей и приглашение к тому, чтобы вы взяли свой телефон, а также поприветствовали всех тех, с кем вы, наверное, не так давно достаточно общались. Просто поприветствуйте их, поблагодарите. И что вам надо сделать, ребята, если есть кто-то, может быть, рядом с вами мама, отец, брат, жена, либо лучший друг, лучшая подруга, ваш партнер. Прошу прощения, что вам надо сделать на самом деле, это обратиться к ним и на 30 секунд прижать их к себе, обнять и сказать: «Все будет хорошо, спасибо за все то, что ты делаешь для меня». И попросите у них прощения, если вам есть за что просить прощения. То есть давайте протестируем это. Сейчас 30 секунд на то, чтобы вы могли поблагодарить, поприветствовать и попросить прощения, если нужно. Ребята, как только вы уже закончили со своим 30-секундным обниманием, пожалуйста, напишите «да», что вам удалось найти кого-то, или возьмите, если вдруг нету никого рядом с вами, просто возьмите телефон и напишите сообщение, СМС с приветствием, с благодарностью какому-то человеку за все то, что они сделали для вас. Замечательно, ребята. Вижу, очень многие люди пишут «да, да, да, да», и в русскоговорящем чате, и в англоговорящем чате. Это просто замечательно. Я горжусь, так горжусь всеми вами. И вот этот человек, это наш партнер Петру. Сейчас он в комнате. Жду, чтобы Петру ответил, что он на связи. Будет просто здорово, если он это сделает и даст мне о себе знать. Петру Жалба, вы с нами на связи? Юлия, вы бы не могли нам сказать, что с Петру? Сколько времени надо, чтобы он с нами вышел на связи? Еще пока он не на связи, переведите ему, пожалуйста. Да, мы будем продолжать, наверное, без Петру. Да? Пока мы ждем Петру Жалба, я бы хотел попросить кого-то еще одного человека из нашего итальяно говорящего чата, либо испанского чата. Может быть, кто-то там хотел бы поделиться своим опытом, своими ощущениями, впечатлениями. У В нас есть итальянском чате есть человек. желающие из испанского чата Давайте с тоже. итальянского начнем. Давайте с итальянского начнем.
просто представьтесь, те же самые вопросы. Назовите свою страну, а также свой статус в нашей компании. Итальянский чат. Кто-то есть на связи? Вот ждем. Были желающие, пропали. Может быть, тогда Исправить. испанский? В испанском есть? В испанском был человек, да. Мы можем перепроверить, он все еще на связи с нами и готов пообщаться. Да, Павло с нами на связи. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Меня зовут Павло Гонсалес, я из Доминиканской Республики. И я являюсь агентом в компании. Я Добро подключился пожаловать. к компании в марте, и я очень доволен, я очень горжусь, что я нахожусь в этой компании. Я очень благодарю Бога, что Он позволил мне войти и участвовать в этом марафоне, потому что для меня это было немножко сложно. Я вообще работаю в церкви, и для меня это очень важно и сложно, и поэтому я очень рад, что я могу участвовать в марафоне, и я могу выполнять все домашнее задание, несмотря на то, что у меня не очень много времени, но я пытаюсь сделать все возможное. И этот марафон позволил мне идти дальше, идти вперед. Замечательно. Вы бы не могли нам рассказать о самой большой проблеме, которая вас беспокоила, волновала на этой неделе? Маратон. Да, вот, то есть, как я уже сказала, для меня немножко было сложно выполнять вовремя домашнее задание, потому что я уже, как говорил, я работаю в церкви, и я постоянно там, но я, когда приходил домой, я постоянно приходил и занимался домашним заданием, то есть я уже почти завершил коллаж, и я уже практически написал очень много контактов, список контактов. Я раньше тоже работал в бизнесе, в многоуровневом бизнесе, и я уже немножко понимал, что нужно делать, и именно поэтому для меня было проще, и я понимал, что нужно делать. И это мне очень помогло, потому что я понимал, что нужно делать, и я сразу начал заполнять все таблицы. Вот в данный момент, к сожалению, вы, наверное, не можете видеть, я показал экран, то есть я уже составил таблицу, и мне это очень помогает, и это мне очень помогло. Замечательно. Прежде чем мы скажем вам до свидания, мой дорогой друг, пожалуйста, дайте 2 рекомендации всем нашим участникам, друзьям, прежде чем мы переключимся на Петру Жалбу, потому что он вышел с нами на связь. 2 рекомендации всем участникам марафона, которые вы бы хотели дать. Мой совет абсолютно всем, пожалуйста, продолжайте посещать наши занятия. Это что-то необычное, это что-то чудесное, магическое, поэтому я всем рекомендую, чтобы все, кто начал этот марафон, завершили его и посещали абсолютно каждое занятие, каждый день. И я желаю абсолютно всем успехов, и, пожалуйста, не останавливайтесь, не опускайте руки. Я уже сделал свой коллаж, и для меня это нечто. Я уже к этому иду, и я каждому еще раз рекомендую, пожалуйста, не опускайте руки и следуйте так дальше в позитиве, потому что все еще впереди, потому что
Академия частного инвестора – это что-то необычное. Я абсолютно все изучаю, пытаюсь использовать абсолютно все инструменты, о которых нам рассказывают, и мы все являемся одной большой семьей, и все мы должны идти только вперед и поддерживать друг друга. Поэтому огромное спасибо, дав мне возможность выступить, и теперь идем все только вперед. Спасибо большое, мой друг. Я Muchas думаю, gracias, amigo, muchísimas gracias. давайте без дальнейших промедлений я бы хотел представить Петру Жалбу, представителя президентского совета, и он расскажет нам о сегодняшней теме. Это система дупликации. И поэтому без всяких промедлений Петру готов к тому, чтобы выступить перед вами. Встречайте Петру Жалбе. Добрый вечер, дорогие друзья. Для кого утро, для кого вечер. Как у вас настроение? Ставим плюсики или минусы. Как у вас информация? Как у вас прошло все эту неделю? Очень-очень-очень рад. Я только что с самолета сразу к вам. Мы сейчас будем рассматривать такую тему, очень важную для любого бизнеса, независимо, это многоуровневый бизнес или это предпринимательство, это для, система дубликации. Как важно, чтобы мы внедрили в нашу организацию, в нашу сеть, в нашу бизнес-систему, вообще систему. Вот давайте посмотрим на такие большие даже возьмем пример, это как Макдональдс, где он делает 20 миллиардов в год, имея определенную систему. Давайте, дорогие друзья, давайте, организатор, давайте, когда буду я сказать, что меняйте слайд, вот тогда меняйте слайды, вот так перебьете меня, хорошо? Идем обратно. Вот что хотел сказать. Возьмем тоже Макдональдс, что делает 20 миллиардов в год, он делает бургер за 3 секунды. Почему? Потому что он имеет определенную систему работ. Каждый отдел, каждая часть бизнеса. Возьмем простого бургера, что у вас на районе, скажем так, то он делает за 3 минуты. Ну, обороты то же самое. Вот если вы хотите расти и дублицировать свою организацию, очень-очень важно иметь систему. Скажем так, когда я начал работать в многоуровневом бизнесе, в бизнесе вообще, то я все хотел делать сам, все проблемы решить сам, потому что я думал, что никто не сможет это делать лучше, чем я. Я осознал одну проблему. Вот у меня начали расти вот так, а моя организация расти, значит, вот такой нормально, я строю всегда первый уровень, у меня начало расти, а в определенный момент она начала сужаться, вот в таком термине. И я объясню почему. Потому что я не делал систему дубликации. Потому что те лидеры, мои лидеры на данный момент не могли делать то, что я мог, потому что не было не было системы в моей организации. Вот именно тогда, когда я понял, как важно иметь систему в бизнесе, чтобы мои действия могли дублицировать. Я начал моих лидеров уже тестировать, потестировать, повысить качество лидера, и они тоже начали дублицировать в другие регионы. И потом моя организация начала расти очень хорошо. Идем дальше. Давайте вот сейчас интервью с одним человеком. Давайте, как вы понимаете, что это система дубликации? Я тоже вот хочу говорить, поднимайте руку или из английской комнаты, или из итальянской, и российской. Кто что понимает, в простые слова, что такое система дубликации? В итальянской комнате есть Прекрасно. Александр. Александру, как? Александру?
Александр Конте. Супер. Что он понимает систему дубликации? Давайте сделаем такой маленький разговор. Александр, слышно? Потому что я не слышу. Пропал, нету. Тишина. Угу. Вот. Кто-то хочет другой? Если Александр не может, может кто-то другой. Сейчас я тоже буду соединиться в итальянские комнаты, чтобы... С испанского чата у нас есть желающий. Луис хочет выступить. Ну, хорошо, давайте. Сейчас, да, Здравствуйте, появился. добрый день для всех. Испанец тоже появился. Угу. Вот что он понимает, как зовут нашего студента? Луис у нас из Колумбии, из Боготы, и он понимает систему дубликаций как часть того, из того, что мы проходим, из той информации, которую мы получаем, изучаем, как мы развиваем наш бизнес, и потом то, что мы делаем, показываем и обучаем этому другим людям, чтобы эти же люди, так же, как я, объясняли это другим людям, чтобы генерировали абсолютно так же информацию, чтобы таким образом просвещать, скажем так, других людей, которые находятся ниже нас, да, всякий раз с лучшей информацией и делясь с этой информацией, которую мы получаем. И, то есть, применять это обязательно на практике и становиться все больше экспертом, скажем так, чтобы превращаться уже в куратора. То есть, если я так понимаю, то есть это важность, если мы говорим о списке контактов, то есть таким же образом я буду передавать это тем людям, с которыми я работаю, чтобы эти люди выполняли то же самое. Совершенно верно. Вот я что понимаю в 3 словах в систему дубликации, это обучаться, обучить и уметь обучать других. Вот именно система дубликации должна быть очень легкая, знаете, вот чтобы человек больше, намного легче будет система дубликации, намного больше будет дублицировать те действия, что вы делаете. Но в систему дубликации самый главный пример, это должны быть вы сами. Если вы не будете делать то, что требуете, чтобы люди вас дублицировали, то это не совсем корректно. Но давайте увидим систему, которую я услышал 4 года назад, и которую я внедрил в свой бизнес, чтобы расширять свою организацию. Идем другой слайд, пожалуйста. Ну и мы уже объяснили, зачем нужна система дубликации. Это чтобы, знаете, чтобы ваши действия умножились, и чтобы не вы делали для всех, а чтобы была вот такая организация, которая делается вот так, в один кулак и делает определенные действия, что ваш бизнес, скажем так. Я, дорогие друзья, как сказал, утром я хочу дать вот сейчас домашнее задание, Вот мне нравится очень система дубликации, как объясняет Рэнди Гейдж в его книге «Как создать денежную машину в многоуровневом бизнесе». Вот вы можете эту книгу или аудиокнигу, или в письменном виде найти.
но обязательно вот слушайте, там есть такой урок «Система дубликации», и он сам объясняет, какие проблемы он столкнулся с этой системой, и очень мне помогло вот именно его обучение по системе дубликации. Вот ваше задание на этих выходных, чтобы слушали обязательно эту книгу. Есть сейчас, я нашел и в Ютубе на русском языке, я думаю, 100% есть и на испанском говорящий, на английском говорящий. Идем дальше, я сейчас хочу говорить про систему. Петру, можно я вставлю 5 копеек? Да, Привет всем. Это Андрей Хавратов. Я просто не возле компьютера, в машине. Но хочу про дупликацию сказать важный момент. Смотрите, я приведу вам историю из моей жизни. Когда я уже был лидером, хорошо зарабатывал, где-то 2-3 тысячи долларов, у меня был костюм, я купил себе ручку с золотым пером и писал пером. Затем у меня там обувь была хорошая и так далее. А меня пригласили люди к своему знакомому. А он был большим бизнесменом, потом кризис в экономике, у него много земли, не хватает оплачивать. В общем, ну, банкрот такой, можно сказать. И тут, когда я с портфелем сижу, вот этим, у меня красивая тетрадку я купил такую, знаете, она даже немножко с глянцем таким, ручка красивая, в общем, все у меня такое, знаете, вот атрибут супербизнесмена. И когда мы поговорили, я говорю, ну как, какое решение ты принял? Он говорит, я буду с вами работать. Сейчас я займу денег, куплю себе круче портфель, чем у тебя, костюм куплю круче, чем у тебя, ручку я 100% куплю круче, чем у тебя. Вообще я буду выглядеть круче, чем ты, мой бизнес будет круче, чем у тебя. Я ему задал вопрос, говорю, подожди, это все, что ты понял? А он мне говорит, ну да. Так вот, я к чему это все подвожу, дорогие друзья? После этого я начал одеваться немножко скромнее, обыкновенную ручку, иметь ту, которую, ну, вот обыкновенную ручку я достаю, когда, ну, скажем, рисую, вот, когда меня приглашают, или я сам. Обыкновенная пластиковая ручка, там, достал, рисуешь на обыкновенном листочке, обыкновенной кружочкой, да? Потому что презентация, где можно показать все, ну, красивые вещи. Но у многих людей сегодня даже компьютеров нету, насколько я знаю. Ну, потому что телефон есть, а компьютера нету, да? И поэтому ручка и тетрадка – это та вещь, которая начинается дублицироваться, когда мы даже проводим встречу. Есть дупликация в обучении. Так вот, наша первая встреча, наш первый звонок или первое сообщение нужно создавать таким образом, что тот человек, который примет решение, он же получил от нас эту информацию, и вот как он ее получил, он, по идее, так ее будет транслировать дальше. Поэтому вот в этих вещах нужно понимать, что дупликация существует в том, как мы выглядим и как мы разговариваем, вплоть до того, как нам нужно правильно обучать. Еще один из примеров обучения приведу. Когда знакомый, там, ну, незнакомый мой лидер, пообщались, поговорили, мы начали приводить такую вещь, как обратная связь. И он пригласил меня на встречу, у нас прошла презентация, я говорю, давайте, а он очень сложно говорил. Я говорю, давайте мы обратную связь сделаем. Кто что понял в сегодняшней встрече. Ну и новые люди начали рассказывать, что у меня 100% так не получится, Эдик так красиво рассказывает, он так много знает, то есть вряд ли у меня получится так. Второй говорит, да, вот действительно Эдик такой бизнесмен, выглядит хорошо, ну вряд ли получится у меня тоже бизнес. То есть из, грубо говоря, там 100% новичков только 20% сказали, 80% сказали, что у них так не получится, потому что он очень красиво разговаривает. И когда закончился, говорю, Эдик, ну как тебе? Он говорит, ну блин, тупые какие-то, ну я же нормально разговариваю. Я говорю, Эдик, это обратная связь, тест тебя. И вот то, что говорят люди, ты слишком умными фразами говоришь, ты слишком умничаешь. И поэтому, а нам же нужны все люди, которые не работали в системе многоуровневого бизнеса, люди, которые не работали в системе инвестирования, да, и поэтому чем проще фразами мы говорим, тем человек быстрее понимает. Поэтому, когда мы проводим встречи, потом проводим когда обучение, в том числе нужно всегда смотреть по дупликации. Сейчас, благодаря этому марафону, мы выстраиваем систему дупликации, и мы готовим материалы в дублицировании, чтобы в глубину идти, да, которые мы вместе с лидерами сейчас будем создавать. То есть обучающие материалы, материалы первый, там, быстрый старт или первое знакомство, как оно должно происходить, да, где вы будете выбирать. Но я к чему подвожу в системе дупликации, что важны не только технические средства, не только там, как правильно рисовать, как правильно говорить, какие есть материалы,
а еще и дупликация философии. Однажды, когда я был в 2006 году на круизе MLM, там были топ-лидеры разных компаний, задавал всем вопрос следующий. Что важно дуплицировать первично? Ну или вообще, что важно в дупликации? Это техника, ну то есть как мы говорим, как мы отрабатываем разные вещи, как правильно пригласить, как правильно отвечать на возражения, как правильно проводить презентации, школы, или философия, понимание того бизнеса, с чем мы занимаемся. И вот все 100% топ-лидеры компаний разных и топ-лидеры индустрии многоуровневых сказали, что если философию человек не понимает, то бесполезно его обучать всяким техническим вещам. Поэтому один из важных моментов, почему мы все топ-лидеры компании сейчас, и я как президент компании, мы проводим вот эту встречу, чтобы вы изначально от всех топ-лидеров компании понимали еще философию нашего бизнеса и то, как мы это все чувствуем, и как мы это все говорим, и то, как мы делаем. Потому что иногда мне задавали, ну и вы наверняка возникал вопрос, ну вот что конкретно нужно сделать, чтобы ко мне там пачка людей приходила, там по 10, по 20 человек в день ко мне приходили, да? Вопрос не в том, что конкретно нужно сделать, а вопрос, как нужно говорить с этими людьми. И вот Петру является таким вот прямым примером. Человек, который не очень хорошо знает итальянский, русский, английский, но у него структура международная, и он проводил встречи, и вопрос был даже не в том, что он говорит, а вопрос, как он говорил с людьми, какую энергию он передавал этим людям, и тот результат, который Петру сегодня имеет, как член президентского совета, как один, он всегда, вот уже на протяжении года, он второй, иногда первый человек компании, по той простой причине, что он не то, что он какие слова говорит, а то, как он говорит эти фразы, как эта энергия у него идет, почему он так говорит, вот это важно тоже в системе дупликации. Я все, дорогие друзья. Благодарю, Петр. Спасибо большое, Андрей. Я сейчас вот я хочу с вами поговорить про систему, которую я внедрил в свою организацию, услышал про эту систему на Master Profi. Петру, когда плохо слышно, мне только или всем? Алло. Хорошо слышно, мои дорогие друзья? Ставим плюсики. Да, Хорошо. хорошо. Да, слышно хорошо. Все хорошо. Вот именно, что мы видели в прошлом уроке, как сформировать список контактов, как работать на приглашение на встречу, возражения. И вот многие люди, что делают вот ошибочно на первую встречу, вот когда мы делали первые контакты, я сам это делал, дорогие друзья, я на это учился. Что первой моей презентации я помню, что я хотел говорить всю информацию в 1 час. Скажем так, человек пришел со мной на встречу, всю информацию. Потом, когда я начал обучаться, я понял, что на первой встрече, самое главное на первой встрече – это продавать вторую встречу. Чтобы человек ушел дома и услышал просто, не мог спать целую ночь и ждал встречи с вами на следующей встрече. Что вы имеете такого, что он сможет реализовать свои мечты, поднять свой бизнес, то, что он хочет, скажем так. Вот и самое главное, вот когда мы делаем первый контакт с человеком, естественно, да, он хочет там знать, что мы делаем, что за предложение. Но и это ошибочно. Вот когда мы хотим все в первую встречу. И что я вам советую на первой встрече, чтобы вы смогли, если у вас есть спонсор, то вы всегда должны продавать своего спонсора на второй встрече. Вот вы сделали, скажем так, встречу с человеком, да, вы говорили узнали его потребности, узнали, что он хочет, сделали ему предложение, и говорите так про вашего спонсора, что даже тот спонсор вас, что будет говорить на второй встрече, не имеет значения, что он будет говорить, то он воспримет эту информацию на все 100%. Вот я вам даже предлагаю мы сейчас сформировали группы, вот по 4 человека. Пробуйте делать первые контакты,
пробуйте делать первый контракт, первые встречи, и не вот приглашать на встречу, и уже когда первая встреча, уже продавать на второй встрече вашего спонсора и вторую встречу. И говорить так про вашего спонсора, потому что в нашем бизнесе, я вам объясняю трех легких вещей, что я слышал. Если вы будете продавать эти 3 вещи в вашем бизнесе, то ваш бизнес летит просто сумасшедшими ростами. Это ваш спонсор. Вы всегда должны продавать вашего спонсора. Всегда. И приглашать на него людей. Это промоушены и это мероприятия. Я объясню, почему в систему я внедрил, когда я, скажем так, я продавал Арманда раньше, и я всегда приглашал людей на него, он делал презентации, и люди всегда слышали то, что он говорит, потому что я очень-очень продавал Арманд. Потом, я хотел расти лидеров, я приглашал всегда людей на мероприятия, всегда. И когда были промоушены, может, здесь есть люди, которые зарабатывают, вот промоушен — это самый денежный такой заработок, скажем так. На промоушен очень хорошо можно зарабатывать. И вот именно, я предлагаю вам, вот сейчас все эти группы, у вас уже есть список контактов, продавайте, вот кто хочет быть спонсором, кто хочет быть, просто продавайте вашего там коллегу и пробуйте, чтобы делать встречи втроем. Просто он будет говорить, вы слышите, как он говорит, и уже что будет воспринимать клиент. Потом, очень правильно говорил Андрей, когда уже человек включился, уже мы приглашаем на мероприятия. Мне очень нравится, вот я в последнее время, как я включаю человека в бизнес, прямо в бизнес. Я всегда говорю про историю многоуровневого бизнеса и помогаю, как благодаря многоуровневому бизнесу ты можешь решать свои проблемы. Смотрите, не зависит, какой человек у вас рядом, или бизнесмен крутой, или простой студент, или простой домохозяйка, не зависит. Философию многоуровневого бизнеса, и сейчас многоуровневого краудинвестинга, вы можете продавать так, что воспринят серьезно любой человек. Вот я так, когда я хочу человека включить в бизнес, я сижу, беру такой листочек, вот такой, и начинаю кружить. И говорю, вот это ты. И вот рисую его всю организацию. Вот я так даю правильную философию человека и говорю историю, как началась история многоуровневого бизнеса, почему здесь зарабатывают куча денег люди, почему здесь про многоуровневый бизнес минимум, если я, может, ошибаюсь, минус 20% уже людей или купили продукт от многоуровневого бизнеса, или были партнеры многоуровневого бизнеса. Это большая организация. Скажем, покажите объем, если большой такой инвестор. Или покажите студенту, как он может зарабатывать свои первые деньги. Я даю так правильную философию бизнеса. Да? Потом, когда человек включается в бизнес, очень важно третью получать давай вот обсудим. Мы пригласили человека, продавали своего спонсора. Потом спонсор говорит про нашу компанию. Человек хочет включаться в бизнес. Я говорю уже или на презентации, или на личную встречу. Я говорю всегда про философию многоуровневого бизнеса. Там он включается в бизнес. Просто и сейчас мы должны обучать этого человека. Вот у нас в компании есть очень сильная сторона, это система обучения. Или это онлайн-тренинг может быть, или марафон 260, мастер-профи, региональные конференции или обучение. Все это этот человек должен пройти через эту систему. И уже система роста лидеров, это когда вы тестируете своих лидеров, это есть 8 качеств лидера, и ты видишь, что он приезжает в своей организации на мероприятия, он уже рос здесь, прошел все системы обучения, купил наш продукт, и уже здесь
ты вырастаешь так лидера. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Эта система должна, значит, вот так. Пригласили на встречу, пригласили в бизнес, обучались, расти лидера и все, другого. Всегда, чтобы это было как колесо. Всегда встречи. Не спрашивают, вот у меня есть лидер в Италии, который закрыл менеджера, если вот это Джованни Де Рози, я думаю, что вы все знаете. Он закрыл менеджера за 8 или 9 месяцев. Он раньше быстрее меня закрыл менеджер. Я спросил, Джованни, как ты это делаешь? Я просто делаю 20 встреч в день. Делаю 15-20 встреч в день. Естественно, он эти встречи внедрил через эту систему. Вот успех вашего бизнеса, вашей системы, это насколько вы делаете встреч каждый день. Каждый день. Не зависит от какие это встречи. Или офлайн, онлайн, или через канал YouTube, или Instagram. Сейчас мы, конечно, тоже это обсудим. Главное, чтобы вы делали эти встречи и использовали эти 4 системы бизнеса. Дорогие друзья, я на это закончил. Я думаю, что сейчас Харин продолжит. Я думаю, что я дал полезную информацию для вас, как важно иметь систему дубликации в ваш бизнес, но самое главное, чтобы, вот, как сказать, систему вы должны видеть как двигатель, что двигается очень правильно, скажем так, без нарушений. Если двигатель, скажем так, вот вы приглашали на встречи, подключили в бизнес, а вы не хотите, чтобы вы не продаете обучение, вы не продаете лидеру, может быть, система нашего обучения. Все, система не будет работать так хорошо, система дубликации уже будет хромить. Очень важно использовать эти 4 фактора, чтобы ваша система, ваша организация работала очень хорошо. Я вас желаю хороших выходных, делайте домашнее задание, слушайте обязательно Ready Engage, система дубликации, в книгу «Как создать многоуровневую машину, как создать денежную многоуровневую машину в многоуровневом бизнесе». И делайте всегда встречи. Вот успех вашего бизнеса – это ваша встреча. Все, благодарю и до скорой встречи. Большое спасибо Петру, действительно. А теперь, те, кто нас слушает, поставьте 7, если вы считаете то, чем сегодня поделился, той мудростью, которой поделился Петру, это очень полезные советы. Если вы все еще не до конца поняли, поставьте 8. И наши лидеры помогут вам разобраться в этом материале. Итак, ребят, на этом у нас были сессии, посвященные рандеву. Вы работали с своими менторами, со своими лидерами в своих группах. Вы работали над своими сочинениями. Так вот, сейчас какое же у нас домашнее задание номер 6? Вам необходимо использовать те знания, которые вы уже получили, которые вы постоянно получаете. Сейчас надо применить его и пригласить человека на личную встречу. Что мы имеем в виду? Это может быть встреча даже у вас дома. Вы можете пригласить своих друзей. Вы можете просто побеседовать с ними. Какая-то светская беседа. Можете обсудить бизнес. Это может быть, например, в рамках вашего регионального мероприятия. Вы меня спросите, о чем ты говоришь? Какое региональное мероприятие? Вы можете на официальном сайте компании увидеть раздел со специальными новостями. У нас есть календарь, у вас в кабинетах есть личных, так называемых бэк-офисах тоже календарь мероприятий. Поэтому возьмите, посмотрите, и вы узнаете, какие есть мероприятия. Можете пригласить своих знакомых, можете пригласить их, как я говорил, на личную встречу себе домой. Итак, ребят, перед тем, как мы пригласим генерального директора Андрея Хавратова, я хотел бы поговорить с вами о кое-чем. Ребята, я бросаю вам вызов. Слабо вам поработать над собой 9 месяцев. Следующие 8 месяцев
они будут иметь ключевое значение. Марафон 260 – это будет ключевое мероприятие в вашей жизни. Слабо вам отгородиться от мира, сосредоточиться на своем пути. Слабо вам преодолеть все отвлекающие факторы. Слабо вам отказаться от всего, что вас удерживает вас от вашей мысли, мечты. Если у тебя есть мечта, не сиди, подними пятую точку и заставь что-то случиться. Сделай что-нибудь. Иногда просто нужно двигаться. Сделай что-нибудь, позвони, установи контакт, погугли что-нибудь новое, узнай что-нибудь новое. Слабо вам отстаивать свое мнение, сказать «довольно». Пора себе сказать, что хватит жить такой жизнью. Слабо вам принять меры сегодня. Слабо вам записать свои цели, составить свой коллаж, прописать свои цели и принять ответственность за их достижения. У нас есть преданные лидеры и кураторы, которые не только здесь, чтобы изменить свою жизнь, но они готовы поделиться своей мудростью, дать вам руководство, которое вам так надо. Слабо вам взять на себя ответственность. Слабо? Слабо вам отказаться от всего, что удерживает вас от достижения вашей мечты. Сказать «нет» всем негативным влияниям. Слабо вам сесть за книгу, а не за пиво. Слабо вам работать усерднее сегодня, чем вы работали вчера. Слабо вам доказать, что они все неправы. Слабо вам доказать, что вы правы. Слабо вам, неважно, мужчина вы или женщина, встать и заявить, что отныне вы будете жить большей и лучшей жизнью. Слабо вам сделать что-нибудь на этой неделе. Вот сейчас, 7 февраля, последний день нашей рабочей недели. Пора принимать массивные действия на этой неделе. Отбросить все лишнее и сделать что-нибудь. Ходить больше, чем вы говорите. Делать добро ради добра. И не ждать за это благодарности. Быть добрым просто так. Слабо вам провести время в одиночестве. Слабо вам сказать нет с гордостью, нет вредным привычкам, негативным людям, нет неправильным поступкам, мечтать по-крупному, даже если другие вам говорят, что это невозможно. Слабо? Слабо вам идти своим путем, куда бы он ни привел, что бы они ни говорили. Слабо вам отрешиться от мира на неделю, поработать над собой, посмотреть, чего же вы на самом деле способны достичь, что вы способны жить жизнью на более высоком уровне. Получится у вас или нет, зависит только от вас. Спросите себя, доволен ли я своей жизнью? Счастлив ли я? И если вам ответ не нравится, приступайте к работе над собой. Работайте усерднее, чем вы работали раньше. Будьте более дисциплинированы. Следуйте более высоким стандартам. Уважайте себя больше. Расширяйте свои границы. Никаких отговорок, только вперед. Ни шагу назад, больше позитива, меньше негатива. Только те, кто осмелится стремиться к лучшей жизни, получат шанс жить этой лучшей жизнью. Только те, кто осмелится бороться за великую жизнь, имеют шанс жить этой великой жизнью. Что же нужно для того, чтобы все изменилось? Ребят, подумайте, что необходимо, чтобы вы реализовали свой потенциал через 100 дней, через 100 дней. Возможно, Мила, Арманд могут взять вас за руку и говорить с вами каждый день, а возможно, вы сами возьмете инициативу в свои руки. Что необходимо, чтобы вы гордились собой? Гордиться тем, кем вы являетесь, гордиться своими усилиями, гордиться тем, кем вы стали, кем вы станете через 8 месяцев. И на этом, пожалуйста, позвольте мне пригласить нашего великолепного генерального директора, который не требует никаких представлений, является двигающим фактором нашего успеха, господин Андрей Хавратов. Большое спасибо за ваше внимание. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз, меня как слышно? Поднимите руки, если меня хорошо слышно, видно. Или плюсики поставьте, 10, десяточки. Ну, отлично. Я недолго займу еще ваше внимание, но 6 дней мы сегодня поработали вместе с вами. Я благодарю Харина за его такую вот мотивационную речь такую. Мне всегда, когда слышу Харина, когда слышу через переводчиков Эндрю, Нила, других наших спикеров,
или перевод так влияет, наверное, вот когда мы работаем как с переводчиками, и перевод либо влияет, но мне кажется, они как-то мотивируют лучше, чем мы мотивируем. Но благодарю тебя, Харин, благодарю всех наших друзей, партнеров, которые сейчас вот находятся у Харина ночь. Я знаю, да, сейчас там 3 ночи у него. Ой, вернее, час ночи. Так что вот, дорогие друзья, наступает время действий. Мы с вами 6 дней отработали. И на следующей неделе каждый день мы еще будем 5 дней в 10:00 утра и в 18:00 вечера по московскому времени. И наступило время действий. Какие действия первое необходимо сделать? Подвести за эту неделю итог. Написать прямо сегодня, насколько ты лучше стал, чем ты был неделю назад. Какие действия, которые ты прописал, ты сделал. Прям прописать, вот анализ недели. Это очень важный фактор в оценке роста личности, потому что когда мы растем, нам необходимо оценивать наши действия, как мы делаем. И когда мы начинаем оценивать наши действия, мы сразу начинаем, крылья начинают вырастать, мы начинаем получать очень много энергии. Однажды я, когда понял вот эти все оценки своих действий, я решил каждую неделю подводить итог. Каждый день я подводил итог, сколько встреч я провел, сколько продаж сегодня у меня было, сколько денег я получил сегодня. Но как-то вот каждый день то нравится, то не нравится. Но за неделю, когда я подвел итог, я был очень рад тому, что я видел через неделю. К сожалению, тогда у меня за неделю не было финансового результата. У меня не было ни одной продажи, у меня не было ни одного человека, который вошел в бизнес. Я провел где-то около, в среднем за неделю примерно 30-35 встреч. Результат был абсолютно нулевой. И можно сказать, что, наверное, плохой результат. Но когда я начал оценивать, а что я планировал и что я сделал, на 80% у меня произошло так, что все, что я планировал, на 80% я все сделал. Вы знаете, я получил уйму радости, такой, знаете, заряд энергии, и решил себя поблагодарить. Я сказал, завтра я иду в кинотеатр и буду смотреть фильм. Это моя благодарность самому себе за то, что я вот эту неделю хорошо поработал, потому что 80% всего, что я запланировал, я сделал. Я пошел в субботу в кинотеатр, какой-то фильм, если не ошибаюсь, кажется, «Матрица» и шла, как раз первая «Матрица» и шла. Я получил уйму впечатлений от этого фильма еще. Я провел очень хорошо субботу, воскресенье. Я начал планировать, вернее, смотреть планирование своей будущей недели. И я вам рекомендую сегодня также запланировать будущую неделю. Почему это очень важно в планировании будущей недели? Смотрите, когда мы планируем в понедельник утром или в воскресенье вечером, времени немножко мало, энергия работает через 2-3 дня. Когда мы планируем сегодня в пятницу нашу будущую неделю, что мы хотим сделать, насколько мы хотим увеличиться, насколько мы хотим увеличить количество действий, тех, которые нужны, а какие-то количество действий. Если вы на этой неделе в среднем провели по 1 встрече в день, поставьте себе цель на следующей неделе по 2 встречи в день или по 3 встречи в день. Или если вы провели по 5 встреч в день в среднем, поставьте себе на следующей неделе по 6 встреч в день в среднем. И пропишите действия понедельника, вторника, среды, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, следующей неделе. Я вам предлагаю даже спланировать завтрак, обед и ужин. Почему? Потому что однажды, когда я планировал действия, а не было у меня запланировано, что я обедать буду, я оставался без обеда. И потом, когда приезжал вечером голодный, наедался до отвала, да, и уже не хотелось дальше двигаться. Дальше запланируйте обязательно утренние медитации, когда вы просыпаетесь, и вечерние медитации, когда вы ложитесь спать. Обязательно нужно это все запланировать. И запланируйте количество уже обучающих таких школ для своих людей, которых вы привлекли на этой неделе. И поднимите, пожалуйста, или напишите на этой неделе, кто какое количество людей уже, скажем так, привлек в наш бизнес. У кого сколько людей зарегистрировалось за эту неделю в ваш бизнес. Именно в бизнес. Вот 1 пишут, 2. Есть ли еще? 15. 7. Отлично. 1. Отлично. Это победа. Даже если 1 человек зарегистрировался на этой неделе, даже если ни одного, как я вам рассказывал, но я получил 8, получил массу удовольствия от того, что 80%, из 100% 80% действий я выполнил.
То есть это уже был результат. И что характерно, на следующей неделе, те люди, которые проводил встречи со следующей недели, пришли на презентации этой недели будущей и гораздо больше, чем я планировал. Поэтому мы создаем такую волну, которая включится уже завтра, на следующей неделе, или может быть через неделю. Но самое главное, идти по своему плану, дорогие друзья. Поэтому, подведя итог с этой недели, хочу следующее сказать. Проверьте, коллаж начали делать или не начали. Медитацию «Денежный магнит» мы с вами прорабатывали, как ее сделать, да. В среду мы должны были сделать, но на следующей неделе, в понедельник вечером мы ее сделаем. Значит, во вторник, вернее, вечером. Далее, написали ли вы будущее свое? То есть в течение года сочинение. Кто я через 9 месяцев, кто я через 10 месяцев. Допустим, 30 ноября или 31 декабря этого года. Кем я? Опишите свой лучший день, что произошло за это время. Да? Напишите, если вы еще не написали цели, какие будут на эвенте ваши. Допишите на этой неделе. Обязательно это нужно сделать, потому что вот сегодня, завтра полная луна, как раз хорошо ставить такие цели на полную луну. Полнолуние так называемое. Далее, напишите количество встреч, которые вы будете делать на следующей неделе, количество приглашений людей, список, если нужно увеличить список, как вы будете увеличивать список. Эти действия необходимо полностью прописать и делать. Поэтому, дорогие друзья, я сейчас рекомендую, мы с вами отключаемся, сделать обязательно вот эти действия, о которых я сейчас рассказал. С вами был Андрей Хавратов. После меня, я так понимаю, никто уже не выходит, да? И мы на этом все. Андрей, еще завтрашний вебинар, чтобы люди приглашали. Что-что? Завтрашний вебинар, чтобы люди приглашали. Хорошо, Мила, тогда тебе даю слово. Благодарю. Всем привет, друзья. Хотела добавить один момент. Скажите, пожалуйста, вот сколько из вас вообще людей попробовали, мы обучались пару дней назад, говорили о приглашении на презентацию, либо о приглашении на гений финансов. Напишите плюсик из тех, кто вот попытался проработать квалификационные вопросы, само приглашение. Кому удалось именно сделать это не в группах, а за пределами группы. И напишите, сколько людей вам удалось пригласить. Количество. Одного, двух, трех. Отлично. И сейчас проверю в англоязычной комнате. Ага, молодцы. Смотрите, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что у нас будет завтра? Что же у нас будет завтра? Все верно, друзья. Да, завтра, помимо того, что вижу, в некоторых чатах пишут, что суббота, помимо того, что завтра суббота, завтра будет онлайн-обучение. А завтра должна была быть 4-я сессия по инвестобразованию Андрея Федоровича. Мы немножечко переиграли, и завтра инвестиционную сессию расскажу я, и это будет именно сессия для новичков. Поэтому, пожалуйста, используйте эту возможность, где вы сегодня, у кого-то только утро, у кого-то вечер, можете пригласить как можно большее количество людей на завтрашний вебинар, который состоится в 2 часа по Москве. А можно, пожалуйста, скинуть ссылочку? Этот вебинар будет переведен на 5 языков. Поэтому, друзья, это самая лучшая возможность именно на практике посмотреть, как работает приглашение. И завтра все новички, они вообще поймут, чем мы занимаемся, что такое инвестирование, что такое финансы, почему важно уделять время обучению, и самое главное, мы поговорим о новой экономической эволюции мира. Поэтому обязательно начните рассказывать о завтрашнем вебинаре, используйте это для того, чтобы попрактиковать то, что вы выучили на этой неделе. Вы даже знаете, как работать с возражениями, поэтому давайте использовать по максимуму, и завтра еще раз 2 часа по московскому времени
будет вебинар по финансовой и инвестиционной грамотности для новичков. Да, пришлите, пожалуйста, ссылку, кто у нас модератор. Сейчас я посмотрю со своего компьютера, секундочку. Так, вот ссылка. Здесь вы можете менять языки, выберите тот язык, который вам подходит. И давайте приглашаем новичков. Ну, на этом все, друзья. Поздравляю вас с первой успешной неделей вебинара. Напишите от 1 до 10, насколько вам понравился такой активный тренинг, где мы с вами встречаемся каждый день. Я вас уверяю, завтра утром, когда вы проснетесь, вам тоже захочется с нами побыть, выпить стакан воды, сделать упражнения. Вам захочется также поблагодарить, просить прощения. Вот вы увидите, как постепенно это будет входить в ваши привычки. И это самое главное, почему мы делаем марафон настолько интенсивным. Это для того, чтобы каждое действие, оно вошло в привычку, и вы уже на автомате будете это делать на протяжении не только недель и месяцев, но на протяжении всей жизни. Это очень крутые практики. И каждый день, друзья, мы с вами обучаемся чему-то новому. Каждый день мы это практикуем. Поэтому я очень рада, что вы все так активно включились. Огромная благодарность всем ученикам, всем спикерам, которые поделились своим опытом. И также огромная благодарность организаторам и, конечно, нашим переводчикам. Ребята, вы молодцы. На интенсиве вместе с нами всю неделю отработали на 10 из 10. Благодарю вас всех, друзья, и увидимся завтра на вебинаре в 2 часа по московскому времени. Всех новичков приглашайте, тренируйтесь, и я очень-очень жду нашей встречи. Пока-пока.